Всех приветствую на канале Бенди Крипто. Меня зовут Никита Гринбенди, и в этом видео мы будем зарабатывать на раздаче интернета. Как? Сейчас узнаем. Grass — это проект из сектора DePIN и AI, искусственный интеллект, разработанный в сети Solana, и он служит для сбора и верификации интернет-данных. Чтобы вам было проще, объясняю максимально просто. Это проект, который собирает информацию по всему интернету, структурирует ее, обрабатывает, убирает все лишнее, и вот эту пачку информации, уже обработанную, четкую, по факту, по запросам, продает другим компаниям, которые эту информацию используют для обучения искусственного интеллекта. Вот любой искусственный интеллект, он обучается на какой-то информации. И Grass — это посредник, который собирает, обрабатывает и отправляет эту информацию компаниям. А мы с вами валидаторы, мы предоставляем свой интернет для того, чтобы Grass мог нормально работать и собирать информацию. И за это нам начисляют поинты. Сейчас мы разберем инвестиции в проект, разберем соцсети и потом уже перейдем к самому моменту, как же все-таки зарабатывать эти поинты, и в дальнейшем они переконвертируются в токен проекта. Хочется еще сказать, что на VLS Market уже можно продавать и покупать на OTC Points Market Grass. Вот сейчас цена за поинт у нас 0,001. Цена падает, вот только недавно начала расти, потому что Grass уже пятая эпоха идет фарминга, то есть очень много токенов появляется, из-за этого цена падает. Но я думаю, что разработчики переконвертируют токены не один к одному, и цена все-таки будет совсем другая. Поэтому тут можно не смотреть. И вообще на OTC всяких премаркетах я не рекомендую торговать, потому что можно потерять бабки. Если вы только шарите, только тогда заходите туда. Инвестиции. Собрали они $4,5 миллиона. Это немного, но на борту у нас есть Tier 1 фонд, это Polychain Capital. Также среди фондов есть Tier 2, это Tribe Capital и BitScale Capital. Tier 3 Big Brains Holdings и также еще другие фонды, но они менее интересны. Как минимум один Tier 1 фонд есть, так что это уже хорошо. То есть проект не должен загнуться, по крайней мере, под этим фондом. Потому что фонды, они тоже имеют власть, они имеют вес голосовать и управлять проектом, поэтому наличие Tier 1 фондов очень важно в проекте. Как минимум один есть, это уже неплохо. Grass — это проект от Wind Network, которые в свою очередь разрабатывают всякие штуки, связанные с искусственным интеллектом. И Grass — это не первый их проект, у них уже есть проекты такие как Richmond Circle Data, следующий проект их это Socrates, Grass и еще какой-то у них там проект есть. И тоже они при поддержке вот этих вот всех фондов, которые я до этого перечислил. Поэтому ребята на рынке не первый год и имеют вес. По Twitter Score у нас 89 очков, это довольно-таки хороший показатель. На Twitter подписаны из топовых Tier 1 фондов, таких как Coinbase, A16Z, Binance, Animonica Brands. Также Tier 2 фондов подписаны всякие люди на Grass. Это тоже дает нам сигнальчик, что за ним смотрят Tier 1 ребята, которым интересно это. И подписчиков он имеет в Твиттере 400 читателей. Также вот разработчики выходят на связь, всякие конкурсы проводят. Недавно, кстати, пробилась отметка в 2 миллиона валидаторов, то есть 2 миллиона человек предоставляют свой интернет, чтобы зарабатывать поинты. Также, возможно, вас интересует, что такое DePIN. DePIN — это блокчейн-технологии, связанные с физической инфраструктурой. В данном случае блокчейн выступает Solana. На Solana там собирается, обрабатывается вся информация и уже передается, скажем так, физической инфраструктуре, искусственному интеллекту, который уже эту информацию потребляет и обучается на ней. Это вкратце, что такое DePIN в данном контексте Grass. Давайте тогда уже перейдем к моменту, как же все-таки начать. Во-первых, по ссылочке в описании переходите и регистрируйтесь, максимально все просто. E-mail, username, то есть никнейм ваш, пароль, подтвердить пароль и реферальный код. Без реферального кода вы не зайдете, потому что идет закрытое бета-тестирование, и только по реферальной ссылке можно попасть. Поэтому используйте мою реферальную ссылку. Также отдельно я оставлю код, можете просто код вписать и далее зайти в Grass. После чего вам надо будет скачать расширение. Вот, кстати, они не врут. Вот реально 2 миллиона пользователей скачали расширение. Вот это расширение скачивайте. Я оставлю ссылочку на расширение для Google Chrome. Тоже можете скачать. Это расширение нам понадобится, чтобы фармить поинты. Как вообще выглядит Grass? Вот так у нас все выглядит. Тут у нас будет показана ваша статистика по фарму поинтов. Я уже давно фармлю со второй эпохи, начиная. Я только одну эпоху пропустил, еще была альфа-эпоха, ее уже тут не отображается, но я не успел попасть, поэтому со второй эпохи начал сидеть в этом проекте. И вы спросите, а сколько еще эпох будет? Я скажу, вам будет много. Не надейтесь, что выйдет он завтра, послезавтра, через месяц, через два. Это проект, он разрабатывается, он будет в долгу пилиться. Они еще делают свое мобильное приложение, чтобы мы могли 24/7 фармить, потому что интернет у нас на телефоне почти постоянно работает, ну, по крайней мере, меня, я типа не включаю интернет. И мы сможем фармить поинты 24/7. Поэтому даже мобильное приложение не вышло, а листинге токена тем более речи пока что не может быть. Но мы можем бесплатно зарабатывать эти поинты. Также можем приглашать своих друзей и за это тоже получать реферальные поинты. Чтобы друг засчитался, нужно, чтобы он нафармил как минимум 100 часов. И чтобы ваш аккаунт пометился как активный, вам тоже нужно минимум 100 часов нафармить. Это немного, буквально за несколько дней можно нафармить. Также еще есть ранги, вот эти тир. Их можно зарабатывать с помощью фарма поинтов, либо с помощью приглашения рефералов. Что эти тиры дают, пока что нет никакой официальной информации. Просто так, для красоты, что у нас было
мотивация идти к следующему тиру. В Rewards вы можете посмотреть, сколько вы нафармили за какую эпоху, сколько вы дней просидели в этой эпохе. По сути, вот просто вы скачиваете расширение, вот, вы его подключаете, там, заходите, логинитесь, как вы зашли в Grass, вот в саму эту вот панельку. Вот также вы заходите в расширение, все, у вас показывает качество сети, 75 это в принципе нормально, и все, вы фармите. Вот, ничего сложного нету, никак это на скорость сети вашей не влияет, там берется буквально маленькая часть вашего интернета, которая, если вы даже не будете ее давать, то она будет просто пропадать. Тут вы эту часть интернета отдаете, еще за это получаете поинты, и в надежде еще в будущем получить дроп. То есть вы просто сидите в интернете, у вас должно, чтобы браузер был всегда открыт. Ну, если вы хотите фармить. Я, допустим, я сильно не заморачиваюсь, я когда работаю, открыл, все, мне фармится. То есть я там не оставляю комп 24/7, чтобы он фармил поинты, нет, такими я не занимаюсь. Но если вы хотите, можете таким заниматься. Вот, я, в принципе, просто когда работаю, у меня открыто расширение, у меня фармится поинт. Насчет вашей security, вашей безопасности не переживайте, никуда ваша информация не поступает третьим лицам. Все используется только для поиска информации, обработки ее, и дальше уже эта информация структурируется и передается компаниям, которые заинтересованы в этой информации. В любом случае, вашу информацию собирают, когда вы сидите на сайтах, что вам интересно, вы же видите, какая реклама у вас персонализированная. Вы там подумали о какой-то поездке, у вас сразу там реклама какого-то отдыха. В любом случае, о вас собирают информацию, только бесплатно. А тут вам еще за это дают поинты, то есть вы предоставляете интернет, и вам еще за это поинты дают, то есть, которые потом переконвертируются в дроп. Я не думаю, что будет конвертация 1 к 1, потому что у некоторых там чего по миллиону в эпоху выходит. Поэтому будет какая-то конвертация 1 к 3, 1 к 4, мы это узнаем попозже, пока что про дроп ничего не известно. Известно, что потом в будущем поинты будут переконвертированы в токен, потому что разработчики сами сказали, что они вознаградят тех, кто способствовал развитию проекта, кто был валидатором. Вот мы с вами валидаторы, мы предоставляем интернет, и впоследствии они будут вознаграждены. Когда? Неизвестно. Поэтому можете, кстати, почитать вот блог, здесь вот находится ссылочка блог, и здесь можете почитать, они вот очень много рассказывают про свои технологии, если вам это интересно, и также там можете найти информацию про то, что поинты будут переконвертированы в дроп. А также в Grass стоит зайти, потому что Binance, Bybit, OKX, они шилят Grass. Кстати, Binance вообще не один раз упоминал про Grass, поэтому в будущем, возможно, будет какая-то интеграция. И я думаю, стоит зайти в этот проект. Очень такой интересный. Сейчас уже начали похожие проекты мутить. Тоже там, где нужно предоставлять свой интернет, вам за это будет поинты начислять. Но вот Grass это, скажем так, один из первых представителей данного класса. Поэтому на дроп на скоро не надейтесь, но можете заходить сейчас бесплатно фармить поинты. Никаких усилий это не требует, абсолютно. Просто занимайтесь своими делами в интернете, из-за этого еще фармите поинт. Все, максимально просто. Ссылочка на Grass будет в описании. Я про этот проект уже очень давно пишу, вот с 15.02 про Grass. Поэтому можете подписаться на мою тележку, чтобы быть в курсе самым первым быть в курсе всех событий, всяких дропов и всяких интересных активностей. Тележка обязательно к подписке, ссылочка на нее в описании. Также подпишитесь на мой YouTube канал, чтобы меня не потерять и быть в курсе всех событий на крипторынке. Увидимся с вами в новых видео. Пока!